Здравствуйте, друзья! От кого бежала кремлевская принцесса? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. 22 ноября 2011 года в США в госпитале штата Висконсин в возрасте 85 лет тихо скончалась скромная пенсионерка Лана Питерс. Никто из медперсонала и соседей по палате даже не догадывался, кем была эта милая старушка в действительности. И только после того, как ее прах был развеян над Тихим океаном, власти наконец сделали официальное сообщение о смерти Ланы Питерс и о том, кто же на самом деле скрывался под этим псевдонимом. Эта женщина была известна всему миру как Светлана Аллилуева, а еще раньше Светлана Сталина. Так почему в ее американском образе жизни нет свидетельства, что это дочь вождя страны Советов, кремлевская принцесса? Даже есть какая-то горькая ирония в том, что умерла она в полной безвестности, забвении. Ведь всегда за ее жизнью следили пристальнее, чем это даже было уместно. Почему на склоне лет она предпочла отгородиться от всего мира, не поддерживала связи с родными и близкими? Что двигало поступками этой женщины, не раз менявшей фамилии, мужей, страны? Что в действительности она знала и что хотела скрыть? Всю жизнь Светлану преследовала тень имени ее всесильного отца. Как бы она ни пыталась вырваться из-под этого гнета, для всех и всегда она оставалась только дочерью Сталина. С этим именем связаны еще и самые большие страхи Светланы. Слишком много секретов она хранила в памяти. О некоторых она рассказала в эксклюзивном интервью, которое она дала незадолго до своей кончины. Обо мне пишут либо как дочь Сталина, то есть должна ходить тоже с винтовкой и стрелять всех американцев. Или значит нет, она приехала к нам, она американская гражданка, это значит с атомной бомбой против вас. Нет, я не то и не другое, я посередине. Вокруг имени Светланы Аллилуевой всегда ходило множество легенд. Особенно много мифов было связано с ее побегом из Советского Союза в 1967 году. Да и о самих мотивах бегства кремлевской принцессы до сих пор известно не так много. Как же на самом деле разворачивались события? 6 марта 1967 года миниатюрная симпатичная женщина приходит в здание американского посольства в Дели. Представившись охраннику на входе: «Здравствуйте, я Светлана, дочь Иосифа Сталина», скромно ждет у дверей, когда к ней спустится кто-нибудь из сотрудников. И только на встрече со вторым секретарем посольства Светлана говорит об истинной цели своего визита. Вскоре все мировые СМИ облетела сенсационная новость. Дочь Сталина попросила политическое убежище в Соединенных Штатах. Той же ночью беглянку доставили в Дели, откуда она улетела в Европу, а уже потом американцы переправили ее в Соединенные Штаты. Впоследствии в своих книгах Светлана пыталась представить свой поступок как спонтанный душевный порыв, прыжок из одного мира в другой. «Я не собиралась стать беглецом, я надеялась тогда через месяц вернуться домой». Но есть немало оснований полагать: нет, не был этот поступок спонтанным, не был он стечением сиюминутных обстоятельств. В этой истории вопросов больше, чем ответов, и, похоже, вся интрига прояснится совсем не скоро. Однако некоторые детали сегодня стали известны благодаря рассекреченным архивам и документам Политбюро Центрального комитета партии. Из содержимого этих секретных папок можно сложить целостную картину. Когда я сюда бежала, меня привезли в Нью-Йорк. И была Plaza Hotel Conference, было мое первое выступление. Еще был Советский Союз, еще было советское посольство. Они говорили: да, она, конечно, запланировала, что убежит. А как вообще дочь Сталина оказалась в Индии? Что она там делала, как долго находилась, с кем общалась и как ей удалось сбежать в США? Сделала ли это Светлана сама или у нее были помощники? О чем думала она, когда совершала долгий перелет через океан? Возможно, вспоминала свое детство, свою семью, брата, мать и, конечно же, отца. Впервые о том, что у руководителя страны Советов Иосифа Сталина есть дочь, мир узнал только после смерти его в марте 1953 года, когда Светлана попала в объектив фотокамер журналистов на церемонии прощания в колонном зале Дома Союзов. И если о ее старших братьях было известно довольно много, то о Светлане практически ничего. Светлана Аллилуева родилась 28 февраля 1926 года. Она была третьим ребенком в семье. Несмотря на то, что с самого рождения девочка жила в Кремле,
и принадлежала к привилегированному кругу, детство у Светланы было самым обычным. Это была девочка, которая твердо знала с детства, что ей положено, что она дочь великого вождя, и она была более скромна в своих запросах, нежели ее брат. Понимала, что если ты дочь Сталина, ты должна быть примером во всем. Светлана дружила с детьми Ворошилова, Орджоникидзе и многих других видных деятелей Политбюро. Каждый день ходила на уроки в самую обычную советскую школу номер 25. Учились они в обычной школе, где учились в том числе многие дети, проживавшие в Кремле, не только сотрудников высших органов государственной власти, наркомов и дети сотрудников аппарата, дети сотрудников гаража особого назначения. Достаточно много детей из города учились просто по факту проживания в непосредственной близости от этой школы. Сказать, что вот это какая-то особая школа, конечно, нельзя. В аттестате у Светланы стояли, разумеется, одни пятерки. Уже в 6 лет девочка умела читать и писать, а еще могла свободно изъясняться на немецком языке. А все потому, что ее мать, Надежда Аллилуева, не давала дочери ни секунды посидеть без дела. Плюс хорошее окружение, учителя, экономка, домоправительница и няня, которую Светлана всегда называла бабусей. Сама Светлана в опубликованных воспоминаниях делит свою жизнь на 2 неравные части – до смерти матери и после. Потому что когда ее не стало, у Светланы закончилось счастливое детство. Гром грянул 7 ноября 1932 года. В тот день Светлана, держа в руке красный флажок, впервые в своей жизни стояла рядом с мамой недалеко от мавзолея на Красной площади. Папа, как всегда, был на трибуне. Вот как описывает в своей книге этот день сама Светлана. Мимо шли люди, что-то кричали, а площадь и впрямь была красная от обилия кумача. Впечатлений от парада на Красной площади осталось много, и, когда няня попросила их изложить на бумаге, 6-летняя Света написала: «Дядя Ворошилов ездил на лошади». Брат высмеял ее, сказал, что надо писать «Товарищ Ворошилов скакал на коне». Вечером к детям зашла мать. Услышав эту историю, она улыбнулась, а потом увела маленькую Светлану к себе в комнату. Это был один из редких разговоров матери с дочерью. В этот запомнившийся навсегда день мать строго и долго внушала Светлане, как себя надо вести и что никогда не надо пить вина. Светлана почему-то очень хорошо запомнила эти ее слова. Потом детей уложили спать, а родители отправились на квартиру к Ворошилову отмечать праздник. Больше Светлана никогда не видела своей матери. Когда моя мама изволила застрелиться, это был такой кошмар для нянечки. Она не могла понять, как здесь все есть, еда, деньги, как это можно вообще застрелиться и бросить 2 детей. Это в ее сознание не укладывалось. Спустя много лет Светлана совершит поступок, который в каком-то смысле будет сродни самоубийству. Точно так же, как когда-то Надежда Аллилуева решилась на самоубийство, оставив сиротами 2 маленьких детей, Светлана Аллилуева повторит этот же сценарий. Убегая в 1967 году в США, она оставит в Советском Союзе детей – сына Иосифа и дочь Катю. Повидаться и поговорить со своими детьми у Светланы так и не получилось. Свобода досталась Светлане дорогой ценой. Сын и дочь так никогда ее и не простили. Уже на закате жизни Аллилуева, всеми забытая, уединенно жила в небольшом американском городке, где было всего 600 жителей. В последние годы она не общалась с журналистами. Исключение сделала в 2008 году для нашей соотечественницы, режиссера Ланы Паршиной. Впервые оказавшись в гостях у Светланы Аллилуевой в доме престарелых в Висконсине, Паршина сильно удивилась более чем скромному быту дочери всемогущего Сталина. От кого бежала кремлевская принцесса? Что заставило ее разменять свою вполне комфортную жизнь на одинокое прозябание в безвестности за океаном? Рассекреченные архивы американских спецслужб и, в частности, досье на Светлану Аллилуеву были тщательно кем-то подчищены перед тем, как стали достоянием гласности. Поэтому утверждать что-либо сегодня не представляется возможным. Однако доподлинно известно, что в США Светлана Аллилуева буквально сразу же попала под колпак агентов ЦРУ. В 1967 году холодная война была в разгаре, и Светлана стала ее главным трофеем. Ну хорошо, меня привезли сюда, меня обратно в Москву не выдали, слава богу, за это огромное спасибо. У меня к ЦРУ отношения очень сентиментальные. Они помогли и меня спасли, вывезли из Индии.
Случайно ли бывший посол США в СССР Джош Кеннон активно помогал Светлане обустроиться в американском Принстоне? Он ожидал, что дочь Сталина будет преподавать в местном университете политический курс современной истории. Но Светлана отказалась, сказав, что мечтает стать писателем. Кеннон содействовал выпуску ее первой книги. Осенью в 1967 году в США вышли 20 писем к другу. Трагическая история семьи через серию писем к физику Федору Волькенштейну. Как видите, и тут замешаны израильтяне. Книга сразу же стала мировым бестселлером. Книгу Светлана написала в Жуковке, в том самом рублевском окружении, которое было там. Там в те 60-е годы жили люди из партийной верхушки, их дети. Были люди, которые были близки и к политбюро, и к правительству. Чужаков туда не пускали. И Светлана тихо писала свою книгу. Но в истории с публикацией рукописи есть одна важная деталь, на которую мало кто обращал внимание. Долгое время считалось, что Аллилуева взяла ее с собой, когда отправилась в Индию. Но еще за год до того, как книгу напечатали в США, несколько глав из нее были опубликованы в немецком журнале «Штерн». Выходит, Светлана переправила рукопись за границу еще зимой 1966 года, то есть за год до поездки. Но кто ей помог? Известно, что в Москве представители американских спецслужб, работающие под прикрытием в американском посольстве, довольно активно занимались проработкой ближайшего окружения членов Политбюро, их женами и детьми, и ко многим они пытались подобрать ключ. Был такой ключ и к Светлане в связи с ее безуспешными попытками продвинуть свою рукопись за рубеж. Можно предположить, что уже тогда из нее стали лепить врага системы, героиню, которая способна бросить вызов коммунистическому режиму. В КГБ тем временем разрабатывали контрмеры, чтобы локализовать попытки иностранных спецслужб использовать бегство Аллилуевой в антисоветской пропаганде. Это был год полувекового юбилея Октябрьской революции, и мы не хотели, чтобы праздник был хоть чем-то омрачен. Больше всего мы боялись, что, получив рукопись 20 писем к другу, американцы нашпигуют ее махровым антисоветским содержанием, и этот пасквиль за подписью дочери Сталина растиражируют по всему миру. В связи с этим советские спецслужбы разработали план секретной спецоперации. Было принято решение похитить Аллилуеву по прибытии в Нью-Йорк, доставить ее в советское посольство с тем, чтобы вернуть беглянку обратно на родину. 20 апреля в США для осуществления этого плана прибыл секретный агент Василий Санько. Сотрудник МГБ работал под прикрытием, исполнял роль водителя советской дипломатической миссии в ООН. Санько прилетел в Нью-Йорк на день раньше Аллилуевой, которую должны были доставить с военной базы, находящейся в ФРГ. В этой стране Светлана находилась некоторое время после того, как американцы вывезли ее из Индии. Однако на территории США Светлану круглосуточно сопровождали сотрудники американских спецслужб и частные телохранители. Санько не удалось приблизиться к объекту и выполнить секретное задание. ФБРовцы опознали в нем агента КГБ, который за несколько лет до этих событий в 1954 году участвовал в аналогичной операции по возвращению советского перебежчика из Австралии. Побег Аллилуевой и провал операции по ее поимке стали весомыми аргументами для смещения в мае 1967 года Владимира Семичастного с поста главы КГБ. Всем огромный привет! Очень счастливо очутиться здесь, это просто прекрасно! Приветствует дочь Сталина журналистов в аэропорту Кеннеди. Светлана действительно выглядит счастливой, потому что уверена, что наконец-то обрела долгожданную свободу. Осознание обратного наступит уже совсем скоро, как только Аллилуева окажется под прицелом кураторов из ЦРУ. По их замыслам Светлана должна была стать символом протеста против советского образа жизни и своим примером продемонстрировать преимущество западных ценностей. Она должна была постоянно ругать советский режим, сравнивать КГБ с гестапо, озвучивать страшные тайны Кремля и называть своего отца не иначе, как моральным и духовным монстром. Но Светлана не нашла никаких ценностей в западном мире. Позже Светлана, конечно же, спохватится и станет отзываться о Сталине куда сдержаннее, объясняя эту перемену коротко. Да, Павлика Морозова из меня не вышло. Всю оставшуюся жизнь Светлану будет мучить совесть за это страшное предательство. Мой отец застрелил бы меня за то, что я сделала. Ведь, несмотря ни на что, она любила отца всем сердцем. Светлана с Василием жили в кремлевской квартире. Отца девочка видела редко, в основном по воскресеньям,
когда он просматривал ее дневник и расписывался. Оставшись вдовцом, товарищ Сталин в общем-то не знал, как воспитывать 7-летнюю дочь, и он придумал игру в приказы. Светлана была командиром, она передавала папе приказы через секретаря. И через того же секретаря он отвечал: «Подчиняюсь». Ну а вообще-то воспитание детей было возложено на гувернантку и охранников. До определенного момента в отношениях между Светланой и ее отцом царила полная идиллия. Всесильный хозяин Кремля, который казался лишенным всякой сентиментальности, уезжая, писал Светлане трогательные письма. Из письма Сталина к дочери от 8 августа 1939 года. «Здравствуй, моя хозяюшка, скучаю чуточку без тебя, но ты ведь скоро приедешь. Обрати внимание, ты пишешь мне «целую тебя крепко-крепко-прикрепко». И это неправильно, надо писать «целую тебя крепко-крепко-прикрепко». Запомни это и не допускай больше неправильностей, моя маленькая радость. Целую тебя, моя воробушка, крепко-прикрепко. Твой секретаришка, бедняк Сталин. Своему окружению Сталин запретил рассказывать дочке, как на самом деле ушла из жизни ее мать. Девочки сказали, что Надежда Аллилуева умерла из-за неудачной операции по удалению аппендицита. Правду Светлана узнала только в студенческие годы, причем совершенно случайно. Наткнулась в каком-то иностранном журнале на статью об отце, где упоминалось, что в ночь на 8 ноября 1932 года застрелилась его жена Надежда Аллилуева после публичной ссоры со Сталиным на банкете. Для Светланы отец был непререкаемым авторитетом до тех пор, пока не узнала о самоубийстве матери. Тут впервые дочь осмелилась подумать, что отец может быть неправ. Но не только смерть матери сыграла решающую роль в усугублении извечного конфликта отцов и детей. Осенью 1942 года 16-летняя Светлана вернулась из эвакуации в Москву, и вот на квартире у брата Василия познакомилась с кинодраматургом, кинорежиссером Алексеем Яковлевичем Каплером. И тут сионисты снова приложили свою лепту вредительства. Он тогда только вернулся с фронта. Вот этот, опаленный войной красивый 40-летний мужчина, по сценарию Каплера были сняты фильмы «Ленин» в 1918 году, «Ленин в октябре», поразил Светлану широтой взглядов, эрудицией, культурой. Он был явно человеком какого-то другого мира, и ей, затворнице, конечно, захотелось попасть в этот самый яркий, шумный его мир, вырваться из тоскливого общества политиков. Отношения Светланы с Каплером развивались стремительно. Пару то и дело видели вместе то в опере, то в театре, то в кино. Но Сталин не одобрял выбор дочери и запретил ей встречаться с Каплером. По приказу хозяина Кремля Светлану всегда сопровождал Михаил Климов, охранник Светланы, но дочь так и не вняла настоянию отца. 3 марта утром, когда Светлана собиралась в школу, домой неожиданно приехал Сталин. Вождь был в гневе. «Мне все известно. Твои телефонные разговоры у меня в кармане. Твой Каплер – английский шпион. Он арестован». Потрясенная Светлана заявила отцу, что любит Каплера. Сталин был в бешенстве. Жестокая ирония состояла в том, что сам Сталин влюбился в мать Светланы, Надежду Аллилуеву, когда ему было 39, а его избраннице 16. Ровно столько же было сейчас его дочери и ее поклоннику Каплеру, который на самом деле был английским шпионом и пытался через дочь добраться до Сталина. История повторялась. В общей сложности Каплер проведет 10 лет в лагерях. Когда Светлана решила поступать в литературный институт, отец резко воспротивился. «Никакой богемы! Станешь образованным марксистом!» Знание марксистской теории по мысли товарища Сталина позволило бы Светлане занять какой-нибудь важный пост, может быть даже в секретариате ЦК, а это обеспеченное будущее. Литература же, по его мнению, это развлечение, ничего серьезного. Так что теперь уже приказы отдавал папа, а Светлане приходилось подчиняться. Осенью 1943 года она поступила на исторический факультет МГУ. Попытка вырваться из-под назойливой опеки отца и начать самостоятельную жизнь не увенчалась успехом. В 1944 она решилась на замужество с Григорием Морозовым, одноклассником своего брата Василия Сталина. Но отец так и не принял ни зятя, ни внука. Это было внутренним протестным движением. Она вырвалась из Кремля, стала жить с Морозовым. Он был филологом, интеллигентным человеком.
Сталин не одобрял этого брака, ему не нравилось, что муж Светланы еврей. Никогда, это известно документально, Сталин с ее первым мужем официально не встречался. Он не допускал его до дома. И это было правильно. В 1947 году Григорий и Светлана развелись. Теперь нового мужа для дочери Сталин выбирал сам. Следующим зятем всесильного хозяина Кремля стал сын секретаря ЦК Компартии Андрея Жданова Юрий. Перед свадьбой у молодых людей не было ни одного свидания. Через год Светлана родила дочь Екатерину, но это радостное событие не укрепило союз. Впрочем, Светлана понимала, что им не дадут развестись без разрешения Сталина, и тогда она написала письмо своему отцу. Из письма дочери Светланы Сталину от 10 февраля 1952 года. Что касается Юрия Андреевича Жданова, мы в конце концов решили жить отдельно, не дожидаясь Нового года. Уже 2 года мы не живем как муж и жена. Между нами творится что-то неописуемое. Он больше не нужен мне. Особенно после того, как он доказал не словами, а делами. Я ни капельки не дорога ему. И хотя Сталин был крайне недоволен такой выходкой дочери, заставить жить ее с нелюбимым человеком он все-таки не мог. Летом 1952 года Светлана получила разрешение отца на развод с Юрием. Несмотря на все разногласия с отцом, его смерть стала для Светланы настоящим ударом, поворотным моментом в ее жизни. Она поняла, как сильно любила его, когда навещала в марте на ближней даче. Сталин умирал мучительно и страшно, и Светлана понимала, что ничего уже нельзя изменить. После похорон большинство старых знакомых постепенно покинули ее, а вот бывшие соратники отца из ближнего круга не оставляли Светлану из виду. Они и следили за ней, и опекали ее. Квартира, выделенная, осталась за Светланой и после смерти Сталина. Это большая денежная сумма, которую ей ежемесячно выплачивали. Это специальный паёк, и 4-й Минздрав был за ней закреплен. К врачу она могла и к детскому показать сына, и сама обратиться. Был закреплен и автотранспорт. Казалось бы, живи и наслаждайся. В феврале 1956-го в квартире у Светланы раздался звонок. Это был Анастас Микоян, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Он просил Светлану приехать к нему домой на Ленинские горы. Когда она приехала, Микоян рассказал, что Хрущев собирается произнести речь, и текст уже готов. Светлана несколько часов читала то, что впоследствии будет названо секретный доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Возможно, это было дружеское предупреждение. Известно, что Хрущев хорошо относился к Светлане и не хотел, чтобы она повторила судьбу брата. Она почитала этот доклад и сказала что-то такое тихое и очень такое ободряющее для Хрущева. В принципе, так и было. Совершенно неожиданно она согласилась с этим докладом, потому что понимала, что и как творилось в годы, когда правил ее отец. Это удивило по-хорошему людей из хрущевского политбюро, и они стали говорить между собой, что Светлана тот самый человек, которому можно доверять. Ей рекомендовали сменить прежнюю фамилию Сталина на Аллилуеву. Ей разрешили продолжать работать в Институте мировой литературы. Но сколько бы Светлана ни старалась держаться подальше от политики и пытаться жить обычной жизнью, окружающие по-прежнему продолжали видеть в ней только дочь Сталина. Хоть и не кремлевская принцесса, она полагала, что все принадлежит ей, в том числе и мужчины, которые должны ее любить. Если она их любит, то и они должны отдавать ей часть своей любви или всю любовь. И когда это не получалось, Светлана не понимала почему. В частности, так и не получилось с весьма известным писателем Синявским, который в ответ на все поползновения Светланы сделать его своим мужем отвечал отказом. Тем не менее, общение с писателем-диссидентом Андреем Синявским оказало большое влияние на Светлану. И, возможно, именно тогда у нее впервые зародилась мысль о побеге на Запад. Именно тогда, обращаясь непосредственно с Синявским, работая с ним в одном институте, Светлана увидела свою страну именно с той самой позиции, с которой смотрел на нее Синявский. А что это была за позиция? Страна тоталитаризма, полное отсутствие демократии, страна, где правит один и тот же коммунистический режим. Из этой страны надо бежать. В 1963 году в жизни Светланы произошла судьбоносная встреча, которая во многом помогла ей приблизиться к осуществлению этого плана.
Светлана оказалась в Кремлевской больнице. Предстояла операция по удалению миндалин. В холле она заметила мужчину-иностранца, который пытался что-то объяснять медперсоналу, не знавшему английского. Светлана прекрасно знала язык и помогла с переводом. Так они познакомились. Марксист Браджеш Сингх оказался чистокровным индийским принцем, сыном Раджи из Калаканкара. Как утверждала впоследствии Светлана, эта любовь стала для нее одновременно и великим счастьем, и большой трагедией. На момент знакомства Сингх уже был неизлечимо болен, у него была эмфизема легких. Но, похоже, любовь действительно творит чудеса. После выписки из Кремлевки пара уехала ненадолго в Сочи, где вскоре индус сделал Светлане предложение. Вернувшись в Москву, влюбленные решили официально оформить свои отношения. Но руководство страны запретило Аллилуевой даже думать о браке с иностранцем. Тогда Сингх и Аллилуева стали жить в гражданском браке. Однако в Москве ему становилось все хуже. Стал вопрос, чтобы продолжить лечение Сингха в Индии. Светлана умоляла Косыгина разрешить ей выехать в качестве туристки, но и в этом ей отказали. Побывать на родине своего возлюбленного Светлана смогла уже только после его смерти, чтобы исполнить его последнюю волю. Ее не хотели выпускать, она мучилась, обивала пороги. Конечно же, Светлане Сталиной, чинам Политбюро, многие из которых еще хорошо знали ее отца, отказать было сложно. Единственный человек, который иногда пытался вступать в спор со Светланой, был Алексей Николаевич Косыгин. Уважаемый премьер-министр, он очень не хотел отпускать ее ни в какие далекие путешествия даже для того, чтобы развеять прах своего мужа Сингха над рекой Гангом, как того требовало завещание Сингха. Но Косыгина не послушали, отпустили. Когда Светлана оказалась в Индии, как она утверждает, первоначально у нее не было намерения просить убежище на Западе. Она хотела пожить немного в родной деревушке Сингха, развеять прах мужа над водами Ганга. На Ганге, где я жила, за месяц я набралась какой-то силы, и тут уж я решила, что если меня хотят вернуть в Москву, куда в Москву ехать? Там Косыгин, там Суслов, опять к этим, опять входить в коллектив? Нет, я больше туда не поеду, я буду бежать без оглядки. Возможно ли, что импульсивные решения Светланы перемешивались с хорошо продуманным планом побега? Что лежало в основе ее отношений с Сингхом, страсть или расчет? Ведь Аллилуевой было всего 35, ее избраннику было 50. К тому же он был тяжело болен. Да и само знакомство произошло в холле Кремлевской больницы, которая, казалось бы, совсем не располагала к романтике. Однако случилось то, что случилось. После этой поездки в Индию Светлана попросила политическое убежище в США. В Америке Светлана издала свои мемуары, получив гонорар в $2,5 миллиона, и жила вполне безбедно. В 70-м Аллилуева вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса и в 44 года родила дочку Ольгу. Однако очередная попытка обрести женское счастье не увенчалась успехом. Новый муж довольно быстро разорил Светлану, у его фирмы оказались крупные долги. После развода Светлана Аллилуева в очередной раз изменила свое имя. Светлане тогда казалось, что став Ланой Питерс, она наконец-то сможет начать новую жизнь, в которой станет свободной от всего. Но как только она это сделала, интерес к ней тут же пропал. Не смогла она найти общий язык и со своей американской дочерью. Повзрослевшая Ольга попросту сбежала от матери, предпочитая общаться с ней только по телефону. Из письма Светланы Аллилуевой, 2007 год. «Что бы обо мне ни писали и ни говорили, все это ложь. Скоро будет 40 лет, как я приехала в США. Я начала с 2 бестселлеров, а закончила жизнью на ежемесячное социальное пособие. Даже после 40 лет в США я здесь как гость, так и не смогла почувствовать себя в этой стране как дома». В своих мемуарах Светлана жаловалась на Америку, которая так и не принесла ей счастья, описывала страшную тоску по родине. С началом перестройки в 1984 году она вернулась в Россию, но возвращение далось ей непросто. Уже взрослые дети Иосиф и Катя не захотели с ней видеться и поддерживать отношения, не смогли простить предательство. К тому же тень отца, которая неумолимо преследовала Светлану всю жизнь, так и не дала ей спокойно ужиться в Советском Союзе. В 1987-м она покинула СССР теперь уже навсегда. Всю свою жизнь Светлана демонстрировала независимость, право делать так, как хотела.
Но сколько бы она ни меняла фамилии, мужей, страны проживания, она оставалась заложницей собственной биографии. Никто и ничто не могло изменить тот факт, что она сталинская дочь. И вот в конце жизни Светлана горько призналась: «Меня больше не тешит приятная иллюзия, будто я могу избавиться от ярлыка «сталинская дочь». Я стала политзаключенной отцовского имени. Ни к чему сожалеть о судьбе. Хоть и жаль, что моя мать не вышла за плотника». Вот так прошла жизнь кремлевской принцессы Светланы Аллилуевой-Сталиной. Неразумная женщина, ставшая разменной монетой в политических играх агентов Израиля и Америки, променяла прекрасную жизнь на одиночество и забвение в американском доме престарелых. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.